Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Зеленая планета. Продолжаем тему капельного полива из бутылки. В этом видео еще раз быстро объясню принцип работы. Посмотрим, что будет с бутылкой во время ветра. Как себя покажет полив в сильную жару. Покажу, как развивается растение на таком поливе. Также разберем основные ошибки, которые можно допустить. И разберем интересные комментарии к первому видео о капельном поливе. Итак, берем 1,5-литровую бутылку и отрезаем дно у 2-литровой бутылки. Делаем отверстие сантиметр на сантиметр или немного больше. Дно присыпаем землей и вставляем бутылку. Отверстие должно находиться на несколько сантиметров ниже, чем верх дна. Закрываем пальцем отверстие, набираем воду в бутылку и вставляем в дно. Некоторые люди в комментариях писали, что такой способ не работает, вода вытекает через низ. Это потому, что не закрыта крышка. Крышку обязательно нужно закрывать полностью. С ее помощью мы ничего регулировать не будем. Если отбирать воду из дна бутылки, то уровень постепенно опустится до отверстия. Ниже него он опускаться не будет. В бутылку будет заходить воздух, а из бутылки в дно будет поступать вода. И так, пока вся вода в бутылке не израсходуется. То есть все работает по принципу вакуумной поилки для домашней птицы. Отбирать же воду мы будем с помощью капельных свойств любой ткани. Если в дно бутылки положить кусок ткани, то через некоторое время она намокнет и начнет капать, равномерно отбирая воду из дна. Лучше, конечно, использовать натуральную ткань, например, бинт. Чтобы уменьшить испарение воды и чтобы можно было регулировать скорость полива, нужно завернуть ткань в фольгу. Но при этом пережимать, сильно сдавливать ткань не нужно. Получившийся носик вставляем в дно и вставляем в него бутылку с водой. Приподнимаем немножко бутылку, пока вода полностью не заполнит дно. Это необходимо для того, чтобы полив начал работать. Через некоторое время уровень воды опускается к отверстию, и именно тогда нужно настроить полив, насколько вы хотите. Все работает так же, как и в капельнице. В ней специальные колесики сдавливают трубку, и капли замедляются. В этом же случае нужно понемногу скручивать и сдавливать фольгу, зажимая ткань внутри. При этом капли также замедляются. Чем сильнее сдавливаем, тем сильнее замедляются. Чтобы 1,5-литровой бутылки хватило на неделю, нужно настроить на одну каплю в 25-30 секунд. Обратите внимание на важный момент. Так как уровень воды всегда находится на одном месте и изгиб носика также находится в одном положении, высота подъема воды всегда постоянна, и такой полив может равномерно работать на протяжении продолжительного времени, в отличие от других вариантов капельного полива из бутылок. Вот почему нельзя просто поставить банку или другую подходящую емкость и отбирать из нее воду с помощью ткани. Уровень воды будет постепенно падать, и поэтому полив будет замедляться. Через 1-2 дня толку с такого полива уже не будет, и вскоре он совсем перестанет работать. А вот если положить бутылку лежа, то высота подъема воды будет небольшой. Такой вариант работает, хоть и с небольшим постоянным замедлением. Такой вариант также можно использовать. Под первым видео о капельном поливе больше всего комментариев было по поводу ветра. Прочитаю несколько из них. У нас ветер не вариант. А при сильном ветре бутылки не падает до первого порыва ветра. А если ветер? Вот ветер. Конечно же не шквальный ветер, но у нас несколько раз были и такие. При этом результат тот же. Бутылки не падают и не улетают. Ветер на них не влияет. Вот мы видим 2-литровую бутылку, 1,5-литровые бутылки практически пустые и одна 6-литровая баклага. И все они стоят на месте, и ветер на них практически не влияет. Вот пустая бутылка, все на месте. А все потому, что на дне бутылки всегда остается немного воды, грамм 100. Ниже отверстия вода не расходуется, потому ветер не сдует бутылку, все стоит устойчиво. Я пробовал оставлять полностью пустые бутылки, результат тот же. 95% воды испаряется впустую. Ты оставил полную бутылку без этой трубки, она через неделю будет пустой. Вода за один день испарится на солнце или в теплице. В нашу жару эти бутылки будут пустыми за день. Так как это эксперимент, то я буду проверять любые замечания в комментариях. Итак, у нас жара примерно 35 градусов. Бывает и
под 40. Большинство дней безоблачные. Я поставлю бутылку воды без носика и проверю, сколько воды испарится через неделю. Испарится вся вода за неделю или за день? Давайте узнаем. Отметим маркером, где находится уровень воды на дне бутылки. Как видим, уровень находится возле отверстия. И также отметим уровень воды вверху бутылки и посмотрим, что будет через 7 дней. Прошло 10 дней. 7 дней было жарко. 1 день шел дождь и 2 дня было пасмурных. За это время испарилось примерно 150-200 мл воды. А это 10-15%, но никак не 95% за день и не вся бутылка за день. Но все же испарение воды есть. От него никуда не деться. Но оно небольшое, так как зазор между дном и бутылкой небольшой, и потому площадь испарения тоже маленькая. Полторашка на 1 куст, не маловато ли на 2 недели? Идея хорошая, хватит ли объема воды для полива огурцов? Но 2 литров на неделю для растения в грунте это очень мало, 2 литра это примерно на 2 дня. Интересен результат. Неужели этого количества воды достаточно для растений? Взрослое растение кукурузы за 1 день с листьев испаряет примерно 0,7 литра воды, а взрослая капуста примерно 1 литр воды. А в этом случае растение получает с учетом испарения примерно 160-180 литров воды в день. Очевидно, что этого слишком мало для взрослых растений, а вот для маленьких достаточно. Эксперимент заключается в том, чтобы поддержать растение на стадии роста, чтобы оно не засохло от жары, когда еще маленькое. Далее оно сформирует корневую систему и будет доставать нужную воду из глубины. Мы просто его поддерживаем. Если вы не видите смысла в таком маленьком объеме воды, вам никто не запрещает использовать емкости большего объема. Например, можно взять несколько бутылок. Как видите, я использую прямоугольное дно, а в нем 6 бутылок с отверстием на одном уровне. Общий объем 8 литров. Такой каскад бутылок можно настроить на 7 дней, и тогда ваше растение с учетом испарения воды будет получать по литру воды на день. Можно использовать и больше бутылок, можно использовать несколько носиков. Также можно взять дно от 6-литровой бутылки, вставить в него такую же 6-литровую бутылку. Они плотно входят друг в друга, потому возле отверстия необходимо что-то вставить, чтобы воздух без препятствий мог заходить в бутылку. Такой вариант тоже можно настроить на неделю. При этом растения будут получать воды намного больше, чем при поливе из 1,5-литровой бутылки. Очень удобно использовать вакуумные поилки для домашней птицы. Принцип работы тот же, но при этом объем воды больше, чем у полторашки, и пластика поменьше. По-моему, отличный вариант. Если вы вообще не хотите использовать пластик, то тогда можно взять стеклянную банку, а как дно металлическую или керамическую тарелку. Банка должна стоять на чем-то, чтобы между горлышком банки и тарелкой был зазор. Но такой вариант, конечно же, очень неудобный. А если на улице плюс 35, боюсь, до корней не дойдет, вода испарится. Ну не знаю, по-моему, испарится то, что накапает. Во время сильной жары вода будет быстро испаряться или нет? С этим я согласен. Если поливать из полторашек, то воды мало и нужно сверху носика насыпать мульчу. Тогда вода испаряться будет намного меньше. В жару за 40 на улице вода станет очень горячей. А если вода нагреется на солнце, кипятком растения поливать? А если в парнике вода днем прогревается градусов до 60. К обеду чай можно заварить таким способом. У нас температура 30-40 градусов. При этом вода в бутылке иногда сильно разогревается. Но это никак не влияет на температуру грунта под растением, потому что полив очень медленный. Как видим, температура воды 38 градусов. А температура возле растения под мульчей 28. В любом другом месте под мульчей без этого полива она такая же, примерно 28 градусов. Где же мне сколько бутылок взять? У меня примерно 400 кустов. Все круто, но сколько времени потребуется, чтобы настроить штук 50 бутылок? Классная идея, но где же взять столько бутылок? На каждое растение 2 бутылки. У меня в огороде около 700 растений. Если у вас такое количество растений, конечно же, вы не будете использовать такой метод полива, тем более он еще не проверен до конца. В таком случае, естественно, нужно использовать обычный капельный полив.
Эта же идея для тех, у кого несколько небольших грядок и нет большого количества воды. И вообще, это просто идея, я не призываю использовать ее именно для полива в огороде. Вы можете использовать ее там, где считаете нужным. Все зависит от вашей фантазии. Вот я выбрал из комментариев к предыдущему видео несколько интересных вариантов. Поставила эти сооружения на цветную капусту. Она в тепличке из агроволокна и лазить туда постоянно неудобно. 2-литровые бутылки, а вместо дна одноразовая тарелка глубокая. Все работает. Супер, то что мне нужно для грибных пней. Они все лето должны сверху увлажняться. Это как раз то, что мне нужно, чтобы поливать комнатные растения, пока мы на море. Но это для балконной клумбы. Не знаю, как на улице, а вот дома это может пригодиться. Также в комментариях писали, что для таких целей намного лучше и проще использовать капельницы, которые нужно приделать к бутылке. Там есть регулятор, с помощью которого очень легко и просто настроить полив как необходимо. Давайте это проверим. Вставляем иголку, чтобы пошел приток воздуха в капельницу. При этом регулировочное колесико находится в открытом положении. Я закрою колесико полностью и давайте посмотрим, как в этом положении колесико будет работать капельница. А работает она очень быстро. Если использовать полторашку, то ее хватит максимум на час-два. Если использовать 6-литровую баклагу, то такой полив будет работать максимум полдня. А в таком случае теряется смысл использования такого полива. Хотя, если вам удалось использовать капельницу для полива, если вы ее настроили как-то на 5-7 дней, то, пожалуйста, напишите об вашем методе в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Это далеко не единственная проблема при использовании капельниц. Их еще очень много. Если мы разрежем вот эту часть, то увидим там специальный фильтр, который очень быстро забивается всякими мелкими частицами, которые находятся в воде. Все, конечно же, зависит от степени чистоты воды. Но в любом случае не пройдет пару дней, как этот фильтр забьется и капельница перестанет работать. Таким же образом часто забивается и сама игла. И не стоит забывать, что в такой системе уровень воды постепенно падает. А значит, полив замедляется и настроить его на равномерную работу невозможно. Так что использовать капельницы, по моему мнению, с практической точки зрения невозможно. Но если вы используете, напишите об этом в комментариях. Если вы пытались это сделать, но не получилось, то напишите, какие проблемы у вас возникли при этом. А зачем городить огород? Просто прикопаете бутылки рядом с корнем. Предварительно сделайте отверстие в 2 сторон. Очень разочарованы. Видео не актуально, просто глупо. Делайте проще. В бутылочке делайте дырки шилом от дна 2-3 см и пробкой регулируйте подачу воды. Вот и все. Удачи. Давайте проверим, может действительно эти варианты лучше и проще. Берем бутылку. Делаем 2 отверстия и закапываем ее в землю. Крышку я закручу полностью. Давайте посмотрим, на сколько дней хватит такого полива. Вот видим, земля влажная, значит полив работает. Пока все нормально, но сколько при этом прошло дней? А нисколько, полдня всего прошло, а бутылка уже пустая. И это при том, что крышка закрыта полностью. А значит, этот вариант не рабочий. То же самое будет, если бутылку закопать глубже. Вот покажу вам, что будет через 4 часа. Бутылка вся сжатая и в ней осталась только половина воды. Закрытой крышкой за 4 часа. Можно, конечно, использовать 5 или 6-литровые баклаги таким способом. Но и там ничего крышкой регулировать нельзя. Там можно регулировать только диаметром отверстия и подбирать его нужно под каждый тип грунта. Что довольно непросто и мало кто захочет таким заниматься. Теперь я вам покажу, как развиваются растения на таком поливе. Слева вы видите, какие были растения в первом видео, а справа какие они сейчас. Как видим, растения не засохли, они развиваются. Единственное, что я не могу утверждать, что эксперимент удачный, а все потому, что у нас хоть и жаркая погода, как обычно, но при этом чаще обычного шли дожди. Сама идея практически применима, но полив полторашками пока под вопросом. И в следующем году я повторю этот эксперимент, но чтобы не влияли дожди на результат, то буду это делать в парнике. Будем использовать как полторашки, так и бутылки большего объема. Также попытаюсь придумать вариант без использования пластика, чтобы он был таким же удобным, как и бутылка. Если у кого-то есть идеи, как это сделать, пишите в комментариях. Я все с удовольствием прочитаю и возьму на вооружение. Если вы досмотрели видео до этого момента, значит,
возможно. Вам интересно применять этот полив на практике. Давайте разберем основные ошибки. Если крышку открыть, то вся вода вытечет через дно. Крышка должна быть закрыта. Если отверстие бутылки сделать слишком маленьким, то воздух в бутылку поступать не будет. Полив тоже не будет работать. В таком случае нужно увеличить отверстие, чтобы воздух постоянно поступал в бутылку. В этом случае полив работать будет. Когда вы меняете пустую бутылку на полную, а перед этим полив еще капал, то ничего больше делать не нужно. Но если полив перестал работать или носик накрыт мульчей, то нужно долить воды в дно бутылки до полного заполнения или же просто приподнять бутылку, пока вода полностью не заполнит бутылку. И самое главное, носик должен находиться ниже, чем отверстие в бутылке. Только в таком случае он будет работать. Кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, получилось ли у вас сделать данный полив, какие есть у вас идеи по его усовершенствованию. Интересные варианты я попробую сделать и рассказать об этом в следующем видео. Также, ребят, под видео в описании будет ссылка на мой второй канал. Там тоже очень много интересного. Всем спасибо, друзья. До свидания.